Я тут. Надюшенька, приветствую тебя. Да, я тоже тут. Итак, давай мы с тобой сразу, я тебе хочу выразить слова огромнейшей благодарности за твое прошлое видео, где ты рассказывала про волшебные укольчики. Я думаю, слушатели нас поймут, и что, какую субстанцию они хотят нам ввести. Твое видео действительно получило огромнейший резонанс, его пересылали в различные соцсети, и мы, конечно, не можем оставить это без продолжения, потому что у тебя появились свои поклонники, которые задают тебе много вопросов. И, в общем, самый главный, да, я сейчас несколько выделила, как бы я уверена, что у нас с тобой будут еще записи эфиров, и мы будем их транслировать, но, конечно, нужно постепенно, да, входить в какую-то тему, ее раскрывать, потому что информации у тебя довольно много, и я знаю, что у тебя информация идет с тонкого плана, без всяких подключек, то есть идет напрямую из эфира. Поэтому самый главный вопрос, что такое, вот его просто обобщим, что нас ожидает в ближайшем будущем, нас всех. Ты так кратенько, ну не кратенько, может, конечно, развернуто, да, насколько ты видела эту информацию, насколько она тебе приходит, и мы потом будем разворачивать уже по теме твоего вопроса, ответ, вернее, следующие наши вопросы. Еще раз тебя благодарю и давай предоставляю тебе слово. Спасибо большое, Танюш. Во-первых, благодарю тебя за то, что ты разместила эту информацию у себя на канале, как бы за то, что ты мне вообще сказала записать этот ролик, да. Вот, после того, как я эту информацию тебе передала, огромная благодарность. То есть без тебя, без твоей поддержки этот бы резонанс не получился. И также огромная благодарность всем ребятам, всем людям, которые откликнулись, которые приняли сердцем эту информацию. Я, честно, я не ожидала такого. Вот, ну, наверно, никто бы не ожидал, да. А, Ты огромная умничка, Надюш, все хорошо, действительно. Я понимаю, что у тебя много эмоций, что сейчас нужно как бы такую информацию важную людям сказать. Поэтому твои слова благодарности и поддержки, я уверена, многие тебе посылают лучики тепла, поддержки. Эта информация нужна миру, эта информация нужна нам. Поэтому, Надюш, мы только за правдой, мы только за истиной, и ты огромнейшая умничка. Все благодаря тебе и твоей вот то, что тебе идет с тонкого плана. И мы хотим, мы готовы слушать эту информацию. Спасибо, Танюш, спасибо, ребята. Еще раз, насчет, тонкого плана. То есть я хочу также заострить внимание. Я хочу, как бы многие спрашивали, как я ловлю эту информацию, что нет ли искажений, да, восприятия и всё. Я вам могу сказать, что, а если касательно подключек каких-то, то я различаю, когда мне что-то пытаются сторонние внедрить, да, то есть показать, как-то вот навязать, и когда я вижу это сама. Это абсолютно разные частоты восприятия, это абсолютно разные энергии восприятия, то есть они даже отличаются, потому что когда тебе кто-то что-то пытается навязать, а, это идет информация такая телепатического характера больше, как бы, и это чувствуется, энергия телепатического характера. Но когда, то есть это идет именно информация с информационного поля Земли, да, с общего вот энергополя, ты ее берешь, вот чувствуешь, как будто она приходит из общего пространства, то есть из свободного пространства. Это разные совершенно ощущения, и, как бы есть люди, которые умеют это отличать, чтобы вы понимали, да, это не я одна такая, то есть очень многие люди есть, которые умеют это делать. Также, допустим, картинки, когда смотришь картинки, да, какие-то тебе приходят, ты понимаешь, что ты видишь своими глазами, а что тебе показывают киношку. То есть ощущение, что тебе показывает кто-то киношку. И это тоже большое различие, как бы, может быть, кто работает с тонким планом, тот понимает сейчас, о чем я говорю. Вот, это во-первых. Во-вторых, да, мне тоже задавали очень много вопросов по теме того, что будет дальше, какие события, что-то такое. И я, наверное, постараюсь дать краткий, но развернутый при этом ответ. Ам, Еще весной, то есть, я смотрела, мне приходила такая информация, что, м, будут опять возвращаться к теме, лекарства от, всем известной болезни, замечательной, модной. Вот, и как бы
что скажет, что укольчики не нужны, что есть лекарства, есть что-то такое. И сейчас я, ну, как бы я начала это ждать. Это было где-то мне приходилось, что это должно было случиться где-то в конце весны, то есть и сейчас это все отыгрывается. Я вижу, что это происходит как бы на физике. То есть это была дискредитация одного ученого, который просто вбрасывал и вбрасывал с начала самого. Ам, как бы и опять же вернулись, к теме лекарства, которые он сокрыл, да. Я думаю, многие это прочувствовали, ну, увидели, по крайней мере, эту информацию. Далее тоже здесь недавно начало проявляться то, что Мадагаскар, по-моему, да, если я ошибаюсь, поправь меня, вот, что с Мадагаскара поступила информация, что они нашли, потом с Индии тоже начало. То есть начали потихоньку действительно внедрять информацию, что типа есть лекарства. То есть не обязательно вот это вот делать. А также приходила информация по месяцам. Ну, давайте, наверное, начнем по месяцам. В июне, вот сейчас, да, у нас июнь идет, мы пока ничего не видим, как бы никаких сильно событий, ничего. Но я могу сказать, что да, и на тонком плане июнь месяц, он считывался как подготовка какого-то фундамента, как построение сцены какой-то, на которой будут происходить основные действия. Как бы сейчас вот я не знаю, что это там проходит, но я говорю, я ловлю ощущения, да, какие-то, и я пытаюсь их расшифровать. То есть на что это похоже? Это много событий, и это как подготовка к чему-то такому, что уже будет на поверхности. Вот. И эта Ну, подготовка Надюшенька, фундамента, Надюш, а эта подготовка, это в каком плане? Это в позитивном плане, либо это не в негативном ключе какая-то подготовка идет? Вот что ты ощущаешь? Потому что я сейчас слушаю, как бы, я думаю, что это важно, ну, обозначить. Спасибо. Да, конечно. Нет, это в позитивном плане. Вот, это именно я сейчас говорю о работе, светлых сил, да, назовем это так, потому что, ну, все мы тут светлые силы, и все мы тут работаем, если уж на то пошло, да. Все мы тут в своеобразной командировке находимся. Но, ну, как бы да, это в позитивном ключе. То есть, сейчас идут какие-то подготовки, какой-то фундамент для того, чтобы, я не знаю, либо это будет подготовка к разоблачениям каким-то, или еще что-то, но это, понимаете, когда заканчивается один период, какой-то цепочка событий, да, вот можно сказать, временная линия, она поделена как на такие фрагменты. И вот сейчас цепочка определенных событий, которые должны были, ну, случиться, она завершается. И идет подготовка к какому-то новому отрезку, где уже будут совершенно противоположные, как бы другие, вот эти заворачиваться цепочки событий, выстраиваться. И как бы вот еще была такая ассоциация, вот сейчас даже я это все проговариваю, мне опять же это идет, опять же эта ассоциация, что до этого были какие-то шаги темных, то есть их ход был, грубо говоря, а сейчас будет как ответка светлых. То есть это уже будет ход светлых. И ход этот будет, наверно, конем. Вот, скажем так. Далее по июлю, как раз таки, вот июль какой-то такой непонятный месяц. Я не могу сказать конкретно, какие там что события будут, но июль, он прямо вот идет, слово жаркий какой-то, да, огненный. И если честно, был такой момент интересный очень. Мне, когда я просматривала июль, шла фраза "охота на ведьм". Прямо четко шла фраза "охота на ведьм, охота на ведьм". Это когда, все вокруг, то есть, ну, как будто идут какие-то, знаете, именно что-то загорается, именно вот, что-то огонь. И огонь это в сердцах людей. Это как, какой-то, возможно, знаете, даже идет параллели вот с Black Lives Matter или что такое. То есть люди, когда люди возмущены, когда люди чем-то, очень сильно недовольны, когда идут какие-то, вспыхивают вот, как сказать? Ну, то есть, получается, это массовое сознание коллективное, которое уже устало бороться с этим негативом, и оно, в общем, зарождается какой-то, я так понимаю, какая-то буря, волна, да, которая уже идет именно от народа, который устал и который должен дать самолично отпор. Вот душ, наверное, души наши. Я так понимаю правильно, да, наверное, что-то типа такого.
Ну, в чем то да, но в чем то немного по-другому. То есть да, это какая-то волна именно, какая-то огненная, причем волна, которая разгорается, но при этом люди, они не понимают, что происходит в том плане, что они всех, и своих, и чужих, они гребут по одну гребенку, и идет реально охота на ведьм. Охота на ведьм — это когда, ам, они говорят: "Все плохие, вы все врете, вы никто нету хороший". То есть они гребут под одну гребенку. Вот, то есть их и своих, и чужих, и хороших, и плохих. То есть это, видимо, да, начало ну, какое-то начало беспокойства, какое-то начало. Я могу предположить, что это как-то связано с Соединенными Штатами, и это будет происходить что-то у них. Но это я могу только предположить, потому что, опять же, шли какие-то картинки того, что это будет связано именно с политиками, то есть, что пойдет волна "люди против политиков". Вот так вот. А в августе была очень интересная картинка. Ребята, я понимаю, что сейчас это все на физе подтверждается, но в реале я это видела месяц назад. То есть когда такой информации еще даже, примерно не было. Вот, ам, была картинка, гора такая из тел, м, пирамидой выложенная. Вот, но это не мертвые тела, ничего такого, не подумайте. Это просто как поверженные враги, понимаете? Вот пирамида такая, гора из поверженных врагов. Все эти враги в таких деловых костюмах с галстуками, да. И на всем этом поприще танцует один известный политик, который очень любит танцевать. Вот, и танцы которого известны уже во всем мире. Я думаю, вы поняли, про кого я говорю. Как бы, так что думаю, что, а, то, что происходит сейчас в Аризоне, да, это все таки возымеет какой-то эффект, и это будет в том числе влиять, наверное, на весь мир. То есть это, не только, отразится на Соединенных Штатах, но и на всем мире. И также вот с сентября, да, кстати, вот давайте коснемся темы того, что именно про все прочее, вообще, с чего мы начали. Ам, Тут я вам по месяцам не скажу, но я вам, скажу то, что, опять же, я видела еще тогда. Первые начнут говорить врачи, и я сейчас вижу, что они действительно это делают. Они действительно начали говорить. То есть, тут даже не сколько врачи, сколько научные работники, какие-то умные люди, какие-то люди, у которых не какие-то там, как говорят: "Ой, да это теоретик заговора, там что с него взять?" Нет, это именно какие-то люди, у которых есть научные степени, которые имеют какой-то стаж, которые имеют очень большой вес, в научном сообществе. Вообще вот, ка которые имеют авторитет у людей. И то есть уже не просто там, какой-то там Паша с соседнего подъезда будет там пытаться достучаться до человека, а будет говорить уже какой-то авторитетный человек и будет говорить: а, "Посмотрите, что-то не так, что-то происходит". То есть начнут они бить тревогу в обществе. Это будет в разных странах, это будет, набирать и набирать обороты. То есть эти люди, они еще не понимают то, что, как бы DC знает прекрасно о том, что они делают. Эти люди только сами начинают просыпаться, они еще думают, что их послушают, о том, что, то, что они будут говорить, это возымеет вес, то есть кто-то прислушается на верхах к этому. Они еще не понимают, что их слова для вот этой вот группы лиц определенной просто ничего не значит, потому что эта группа лиц, в принципе, и так в курсе, да, вот. Но эти люди они будут понимать, что их не слышат, их не хотят слышать, и они будут говорить все громче и громче. Они будут, объединяться, они начнут говорить громче, они начнут говорить, что кто ты такой? Вот, у меня было примерно так, что я видела, как, грубо говоря, врач говорит, ну, вот с какой-то степенью, да, с научными степенями, говорит политику, говорит: "Кто ты такой? Что ты понимаешь в медицине? Почему ты это делаешь? Почему ты решаешь? Я должен решать. Это я знаю. Ты некомпетентен в этом вопросе. Почему ты решаешь?" И то есть, и они будут больше и больше говорить, давить. То есть, и плюс еще подключатся люди. Это опять же, чтобы вы понимали, это то есть светлячки на задание.
То есть, люди, которые несут определенную миссию, души, да. И также проснутся обычные люди, которые тоже начнут говорить, то есть, что со мной что-то не так, что-то происходит, меня обманули, что-то не так. То есть, уже конкретно не просто там какие-то, антиваксеры, да, там еще что-то, а именно те, кто получили это все, те, кто пошел, верил в это, те, кто искренне там еще и другим пропаганду эту всю внедрял, что типа идите, идите туда, примите волшебное средство. И это должно набирать обороты. То есть это сейчас уже потихоньку я вижу на физике, я как бы так читаю новости, да, поглядываю за этим всем, потому что, я как бы смотрю на тонком, и я смотрю, как это отражается на физике, да. И я вижу, что да, это началось. То есть врачи начали говорить. Сейчас они еще поговорят спокойно, но вскоре, как бы оно должно их голоса должны звучать все громче и громче, возмущение какое-то должно пойти все громче и громче, и это должен быть снежный ком какой-то, который должен закрутиться. Вот. Насчет того, что, будет дальше. Я уже говорила о том, что в сентябре будет повышение вибраций, и тогда это все обострится. То есть, начнутся какие-то нежелательные эффекты у людей проявляться. Пойдет очень большая волна страха, потому что люди не будут понимать, что происходит. Люди не будут понимать, что вообще, есть. Будет паника. Я чувствовала, ну, как бы, оно, может быть, не так ярко будет все выражено, но это будет. То есть начнется паника, начнется страх, начнется какое-то угнетение, люди не будут понимать, они будут просто: "Что происходит? Я не понимаю, что пошло не так?" То есть это будет такая мощная волна пробуждения, наверно, для спящих, по большей части. Неприятная, но необходимая. И, глобалисты, они попытаются опять же все это скрыть, то есть все вот эти побочные эффекты, все вот это они попытаются скрыть под, какой-нибудь новый мутированный там и все такое. Они попытаются вот эти вот побочные все, волшебные вещи, под новую волну какую-то замаскировать, сказать, что это новая волна, это вот происходит все, но у людей будет отторгаться эта информация. То есть они не будут ее принимать, она будет у них вот прям отторгаться. Они как будто будут отталкивать ее, говорят: "Вы что, я типа, что я своими глазами, что ли, не вижу? Что вы мне вообще вот показываете?" Конечно, ну, будут и те, наверно, кто верят, такие всегда есть, но тем не менее будет отторжение. То есть люди уже не поведутся, они уже будут сыты, наверно, по горло этим всем. То есть, ну, идет такое, что будет отторжение. И, будут говорить, что я же вижу, что это все из-за волшебства. Для чего вы меня обманываете? Я же вижу, что вы меня обманываете. И должен начаться, как это все закончится, да, ну вот, спрашивали люди многие, как это все закончится. Понимаете, должен вспыхнуть какой-то очень, это международный скандал, какой-то международный скандал. И этот скандал, он просто, я не знаю, что это будет. Возможно, это будет какой-то очередной выброс информации, понимаете, как вот это было с одноименным доктором. Возможно, будет что-то подобное. Мне кажется, там, да, что-то подобное где-то будет. То есть, возможно, это будут какие-то документы, возможно, это будет еще что-то, но будет какой-то конкретный международный скандал. И тогда уже как бы это будет невозможно замолчать, это будет невозможно как-то вот, ам, закрыть, невозможно будет закрыть рты, невозможно будет как-то отрицать, пытаться увернуться. И эти люди, они будут вынуждены просто, когда им скажут: "Так, все". То есть вступит какая-то третья сила, да, возможно, это как раз таки, со стороны Соединенных Штатов или что-то. Я тут не могу сказать точно, кто это будет. Либо это будет какие-то общественные организации очень серьезные, да, объединение людей очень серьезных, как бы, которое скажет: "Так, стоп".
грубо говоря, какая-то прокуратура или что-то типа того. А, Останавливаем все вот это до выяснения всех обстоятельств. То есть и вот это все остановится. То есть перестанут, запретят на международном уровне, делать укализацию. Будет объявлен стоп. Пока, типа, не поймем, что происходит, пока не, вообще не будет выяснены обстоятельства всего, что, ну, вот этого всего общественного резонанса, типа, продолжать вот это никто не имеет права. То есть и за этим будут четко следить. Ну и здесь уже начнутся расследования. И причем не вот эти расследования коррумпированных людей каких-то, а это будут какие-то независимые люди. Вот. Я не знаю, либо это будут какие-то, опять же, уважаемые, да, какие-то группы юристов, какие-то независимые компании, исследователи, или кто это будет, я не знаю, но это будет кто-то независимый, не коррумпированный, не связанный с системой. То есть потому что система на тот момент, она будет дискредитирована. И как раз-таки, когда начнется вот это вот ну, расследование официальное, да, какое-то, там должно все всплыть. То есть уже официально они начнут прямо вот это вот все вскрывать просто. Ну вот мне шла какая-то такая информация. Я буду рада, я знаю, что есть люди, которые тоже могут видеть информацию, считывать ее, да, с энергополя. Вот, у которых есть чистый канал восприятия. И если есть люди, которые видели то же самое, я прошу их откликнуться, да, и рассказать об этом. Ну, я хотела тебя поблагодарить за такой развернутый ответ. И вот на самом деле из твоих ответов вытекают логичные вопросы. Вот ты говорила про миссию души. То есть сейчас вот если ты параллельно будешь, да, продолжать, то немножечко затронь вот такую тему, как понять, как вспомнить, как осознать свою миссию и что душа должна делать. Либо душа сама ведет, и как поступать тем душам светлячков, которые насильно оказались вот в такой ситуации, когда они приняли волшебную субстанцию. То есть вот именно как-то обобщить, то есть что вот делать, тоже такой вопрос был, и как раз-таки в твоем замечательном ответе он всплывал. А еще от себя хочу сказать, да, что такие люди мне тоже очень часто пишут, что вот я чувствую, что я что-то там, я не от мира сего, либо я понимаю, что с этим миром что-то не так, да. Я могу сказать про себя, по крайней мере, и про многих, кто будет слушать, прослушивать. Я думаю, что у многих это отзовется, что, допустим, я тонкого плана как такового не вижу. Но у меня есть какое-то ясное знание, что вот будет именно так, как должно быть. И именно то, что сейчас происходит, оно именно то, что должно сейчас происходить. И я не знаю даже, как это можно там адресовать либо там к проекту Looking Glass, когда там белая шляпа, условно назовем их там добрые люди, да, которые спасают наше человечество, к этому тоже можно условно, да, относиться. Но именно так, как вот сейчас происходит, именно так и должно быть. То есть это как бы, грубо говоря, последняя финальная битва, и мы должны себя отстоять. То есть и вот многие сейчас на этом, на данном этапе, они именно вот пытаются вспомнить, осознать себя, свою миссию. Вот, пожалуйста, расскажи нам, я знаю, что у тебя есть что сказать именно по поводу своего предназначения. Благодарю тебя, слушаю. Ну, во-первых, ребята, что я вам могу сказать по поводу своей миссии? Я могу сказать, что никто, кроме вас, лучше вас, не знает, какая у вас миссия. Вы сами должны это знать. Никто вам не расскажет, в чем ваше предназначение, потому что вы должны это чувствовать на уровне вашей души. И как вот Таня сказала тоже очень, что я просто знаю, что так будет. И у меня было все то же самое чувство, считай, с самого детства, что я просто знала, как правильно, я просто знала, как должно быть, я просто знала, как работают механизмы, да, какие-то во Вселенной, я просто знала, как работает энергия и многие другие вещи. И я вас уверяю, лучше вас не знает никто. Не надо искать где-то там на стороне, да, ответы на вопросы о вашем предназначении, о том, кто вы, о том, как вы сюда пришли и многое другое. Ответы все внутри вас. Задайте себе этот вопрос и попробуйте почувствовать. Вот сосредоточиться на тех ощущениях, которые вы ловите. Какой ответ вам приходит? Именно ответ, который приходит не
от ума, то есть не мысли, которые там жужжат в вашей голове, как мухи. Остановите эти мысли, они не ваши. А именно то ощущение, которое идет у вас из солнечного сплетения, то ощущение, которое вы ловите. Кто вы, что вы здесь делаете. Верьте себе, доверяйте себе, потому что лучше вас никто не знает. У нас здесь люди, они привыкли не доверять себе. Им говорят с самого начала, кто, ну вот их жизни здесь, кто-то там знает лучше тебя. Маша с соседнего подъезда знает, тетя Глаша знает, там еще кто-то, а ты не знаешь. Ты у них спроси, как тебе жить, а сам жить не учись. И, понимаете, все должно быть наоборот. И также про миссию я вам могу сказать, то, что здесь сейчас происходит, это очень большая спецоперация по спасению этой планеты. И она настолько огромна, настолько всеобъемлющая, что просчитано здесь буквально все до мелочей. Все до мелочей. Каждый, кто сюда пришел, да, светлячок, он пришел с определенной миссией. И нет какой-то важной миссии у кого-то, и нет какой-то неважной миссии. Понимаете? И каждый проснется в свое время. Каждый активируется именно тогда, когда понадобится его помощь, когда он сможет сделать что-то такое важное для всеобщей миссии, для всеобщего дела, без чего весь остальной механизм а, будет без движения. Понимаете? Все здесь мы, да, те люди, которые называют белыми шляпами. Я знаю, кто это. Это тоже светлые души, которые пришли сюда на воплощение для того, чтобы сделать это, для того, чтобы вывести планету из вот этого состояния, для того, чтобы отобрать ее у темных. И они тоже проходили определенный путь для того, чтобы прийти вот к этой точке. Да, очень многие светлые души, которые сейчас рассказывают, которые будят других людей, да, и даже те, которые проснулись, которые тоже что-то делают, понимаете? М, Неважно, что они делают, даже просто вот пытаются работать над собой, да, пытаются как-то вот заняться хотя бы своей семьей, хотя бы вот чем-то окружающими людьми, не обязательно там какие-то каналы что-то создавать, они тоже вносят огромный вклад. Миссия каждого, это вот как, понимаете, очень-очень много. Представьте себе миллионы душ, которые пришли сюда, и они все работают как какой-то один, единый, это единые, мы все единые, один единый механизм. Каждый винтик, маленький, пускай это винтик, но он в общей миссии чрезвычайно важен, чрезвычайно важен. И каждый из вас, понимаете, выполняет очень большую ключевую роль. Я хочу, чтобы вы это услышали. Каждый, абсолютно каждый. Чтобы вы это услышали, чтобы вы почувствовали вот эту роль свою. Понимаете? Даже ваше пробуждение, даже то, что вы осознали себя, то, что вы проснулись, это является большим, очень большим плюсом и очень большим резонансом для общей миссии. Все не случайно. Я даже вот, мы разговаривали с Татьяной, а, что я вот, да, я зашла вообще случайно. Ну, случайно зацепилась там за что-то там, внимание взглядом, зашла на ее канал, что-то там какой-то парень написал. И этот парень выполнил тоже большую миссию. Он просто задал какие-то вопросы. Я за них зацепилась, начала ему что-то там вещать. Много-много. Понимаете? Если бы он не задавал эти вопросы, я бы не зацепилась, просто вышла и ушла бы. И все цепочка событий выстроилась таким образом, понимаете? Кто-то что-то спрашивал, кто-то где-то мне что-то сказал. Все выстроилось таким образом, что я сейчас сижу и рассказываю вам все это. Что я сижу и делюсь той информацией, которая у меня есть. И да, у меня ее очень много. Действительно очень много. И это, ну, чистая информация. Как бы насколько я могу ее дать, да, насколько вот у меня есть чистота восприятия. Поэтому, ребята,
Каждый, абсолютно каждый человек несет очень-очень, играет большую, ключевую роль. Понимаете? Не только те, кто сейчас, все вот эти подземные лаборатории вычищают, борются за нас, да, за остальных, за все человечество, которые у них это их роль, понимаете? Они пришли, чтобы выполнять именно эту миссию, да. Другие души, которые занимаются просветительной какой-то деятельностью, они пришли сюда для того, чтобы достучаться до умов людей, для того, чтобы рассказать, как все на самом деле, как все происходит. И есть другие люди, которые проснулись, их основная задача была проснуться, начать выделять энергию здесь, да, строить другую реальность, притягивать, давать разрешение. Это большая задача. Понимаете, что, допустим, чтобы вы осознавали всю важность, да, каждого человека, который вот это делает. Белые шляпы, они не могли бы все это делать без поддержки. Они действовали точно так же, как действует, вот, ну, плохой плохой ДС. Не то, что они были плохие, а они действовали по такой же схеме. Вот эти все дропы, вот это все, то, что они говорили, то, что они как бы делали, да, они спрашивали вас: "Хотите ли вы вот этого? Хотите ли вы, чтобы мы сделали вот это? Хотите ли вы, чтобы мы вот разворошили это гнездо?" И люди, которые поверили им, люди, которые пошли к ним и сказали: "Да, да, мы хотим этого, да, сделайте это", они дали на это разрешение, понимаете? Они поддержали их. И без разрешения, без того, чтобы, без того, без той поддержки, которую люди оказали этому движению, понимаете, этого бы ничего не было. Каждый из нас, кто вкладывал в это свою энергию, да, свое, проецировал реальность, где все это случится. Мы двигали этот механизм. Мы давали им карт-бланш. Мы вкладывали энергию, строили такую реальность, понимаете, где все эти миссии у них оказывались успешны. И не надо думать, что вы такие маленькие звенья в этой цепи, которые ничего нигде не решают. Вы должны осознать свою силу. Вы должны осознать, кто вы такие. В первую очередь, да. Вы те, кто дает этому всему случиться. И это опять же, возвращаясь к теме вопроса, почему темные хотят всех светлячков вот уничтожить. Многие не поняли, то есть самого, да, посыла видео, что к чему они тогда, если все там в сентябре туда-сюда. Поймите главное, что и те самые вот есть инопланетные силы, которые здесь сейчас ребята с других миров, да, которые прилетели сюда на кораблях, и они тоже делают совместно с белыми шляпами все. Но это не те самые вещатели с ченнелинговых каналов, чтобы вы понимали, потому что на таких каналах вещают определенные сущности, но вот реальные ребята, которые ну, прилетели с других мирозданий, которые действительно, то есть что-то делают, помогают белым шляпам и все, они тоже являются частью большой вот этой вот а, миссии. И они сейчас заняты работой, делом они заняты, они чревовещательством, понимаете? И им на то, чтобы они все это делали, для того, чтобы они все это проворачивали, они тоже являются вот этими винтиками в механизме в общем. Понимаете? И так как мы все едины, и они, и мы, каждый выполняет свою роль и к другому особо не лезет. Каждый выполняет свою работу. И это все работает как часы, понимаете? А, Есть люди, которые доносят информацию, есть какие-то силы, которые делают то, что не может сделать те, кто здесь воплощены, но разрешение на то, чтобы они сделали это, дают те, которые сидят внизу здесь. Понимаете? То есть мы с вами воплощенные даем разрешение, даем им как бы возможность делать то, что они делают. И белым шляпам, и вот этим вот ребятам, которые прилетели с других миров. И многие говорят, там сейчас очень много слухов распространяется, что вот это там какие-то, значит, арктурианцы, там еще кто-то. Ребята,
расскажу то, что знаю я, да, кто на самом деле прилетел, что тут делает. Прилетела, я называю этих ребят космическая прокуратура. Это не какие-то там добровольцы, которые откуда-то там, куда-то там. Нет, это прилетела космическая прокуратура. И эта космическая прокуратура, это не с какого-то конкретного мира, да, это с нескольких миров, с многих миров а, души специальные, специально обученные, грубо говоря, которые отслеживают законы свободной воли, да, чтобы никто их не нарушал, чтобы были определенные есть договоренности, да, во Вселенной, по которым все живут, чтобы они не были нарушены, не была нарушена вот, свободная воля, для того, чтобы не была нарушена основные постулаты для развития душ внутри Вселенной, внутри миров. Вот. И они сейчас занимаются тем, что здесь происходит. Потому что здесь нарушается все, что может вообще нарушаться. И сейчас там составляется очень много протоколов на тех, кто здесь все делает это. Как бы, и в том числе, здесь есть воплощенные души, глазами которых они смотрят, грубо говоря, да, которые передают эту информацию и говорят: вот здесь нарушение и вот здесь нарушение. И каждый человек воплощенный, он тоже должен говорить им об этом нарушении. Говорить, что моя свободная воля нарушается. Потому что если мы об этом не говорим, значит все замечательно. Значит, мы на все соглашаемся. Вообще, на самом деле, вот это вот момент с соглашениями, да, когда мы на все согласны автоматически, да, здесь, вот. Это такая, тема, наверное, отдельная, да, для того, чтобы объяснить вообще, как вот схема вот эта темных сама устроена, по которой мы на все согласны вообще. Потому что мы не помним, что мы можем быть не согласны. Потому что мы не помним, как пользоваться собственной силой. Не помним, что такое свободная воля, и вообще не знаем, что она у нас есть. А она у нас есть. И это к вопросу о том, что делать, да, при принудиловке вот этой и прочем. Ой, ребята, что делать при принудиловке? Да, в первую очередь, конечно, пытаться бороться с системой, с системными методами, это работает, да, но это отнимает очень много времени, потому что система сама создавалась так, чтобы она работала против вас, понимаете? И в каком-то момент, конечно, у кого какие обстоятельства, там, я ничего не спорю, да, и где-то и в суд надо идти и прочее, но не уповать на один суд, чтобы вы понимали, да, на каких-то юристов, еще на что-то. Да, вы должны вот эти бумаги, там, если вас заставляют вот это все поднимать, эти бумаги давать, да, все прочее. Но помимо этого, помимо того, что вы будете трясти какими-то бумажками, говорить: посмотри, система, посмотри, вот я же вот тебе вот бумажки, вы ничего ей не докажете, вы составьте эту бумагу, да, но не пытайтесь ей доказать при помощи этой бумаги. Вы должны в первую очередь осознать, что вы творцы своей реальности. Вы именно те, по воле которых здесь все происходит. Вы можете сейчас сказать, что я несу полный бред, да вот, если бы наша воля, это бы все. Ребята, я серьезно вот сейчас скажу, что эта тема действительно для отдельного видео, для того, чтобы вам рассказать вообще, каким образом здесь вот этот вот закон свободной воли, да, какими уловками это все нарушается, как бы, и как вы автоматически на все соглашаетесь. Это тема просто отдельного большого ролика. Но просто поймите, вот попытайтесь понять, что реально без вашего на то согласия здесь никто ничего сделать не может. Это просто факт. Его трудно осознать, его трудно принять, но это так. Потом я объясню, почему это. Но этот постулат, он работает на основных конах Создателя, да, что энергия материи подчиняется энергии духа. То есть сама энергия материи
Построение реальности не даст нарушить вашу волю, но только если вы ее заявите, четко заявите. И не так заявите, что я прошу кого-то там, чтобы он там что-то за меня сделал. Нет, вы заявляете четко, я против этого. Все, точка. Если я против этого, значит, никто не имеет права это сделать. Все, точка. И вы не должны допустить вообще вот просто никакого, что это может кто-то не исполнить, это может кто-то забить, что вот я это объявил, ну и что, они же все равно это сделают. Вы даете разрешение. Просто осознайте, когда вы говорите, я объявляю свою свободную волю, никто не должен там пытаться меня как-то заставить там поставить волшебную инъекцию, и после этого вы, ну, вроде как вы ее выразили, да, и они такие, да, мы не можем. И тут же вы говорите, ну вот они же все равно меня заставят. Что вы только что сделали? Да вы только что разрешение дали на это, на то, чтобы они все равно вас заставили. Если вы подумаете, что, ой, что это вот моя там вот это вот сделала, да ничего она не сделала. Все, вы спроектировали реальность, вы дали разрешение, что они могут, в принципе, на это забить. То есть ничего она не сделала. Понимаете? Должно быть четко, бескомпромиссно. Я сказал, значит, так и будет. Это моя реальность. Кому-то что-то не нравится, выход там. Вас никто здесь не держит. Понимаете? Это вы можете мысленно сказать. Понимаете? Вам не обязательно прям ругаться с кем-то, еще что-то. Говорите это мысленно. Четко объявляйте это громко во Вселенную. Не так, что я прошу кого-то там, каких-то там богов, еще что-то. Нет, такого вообще нельзя говорить. Говорите от себя. Говорите, я так сказал. Это моя воля. Не передавайте свою волю никому. Нельзя этого делать. Тань, ты как вот от себя, я как бы это проговорила, я знаю, что ты понимаешь этот, да, вопрос, но понятно ли я объяснила или еще можно как-то вот что-то добавить нужно? Надюша, ты огромнейшая умничка. Я вот слушала с восхищением. Я это знаю. То есть я постоянно в своих постах, я это пишу, я доношу людям, что они творцы своей реальности, что все зависит только от них. Очень много сомневающихся, очень много. И прям видно, как людей вот ломают их волю, пытаются переубедить какими-то страхами, каким-то внушением. Я еще раз оговорюсь, я не видящая, я не знаю ничего. Я просто действительно чувствую, что так и есть. Мы творцы. И то, как ты донесла, я вот сейчас говорю, слушаю, да, у меня идут мурашки по коже, потому что все действительно так. И когда каждый из нас осознает, поймет, что мы вместе огромная сила, и действительно ты правильно сказала, нет более важных, менее важных, важен каждый, потому что мы частички даже не механизма огромного, а огромного организма. То есть мы органичные, и мы можем, просто мы забыли, как это, мы можем взаимодействовать единым целым. Есть такая картинка, может, ты ее видела, да, когда маленький косячок рыб собирается в таком виде, в виде акулы, и акула отступает. Ну, то есть можно это сравнить вот с этим. Мы должны сейчас сплотиться, вспомнить, осознать, и действительно ты правильно говоришь, что мы творцы, и мы действительно можем творить каждый свою реальность. Но реальность у нас должна быть в том, что у нас не должно быть даже мыслей о том, что кто-то может пойти против нашей свободной воли. Поэтому я думаю, что ни в каком дополнении, по крайней мере, пока этот замечательный твой спич не нуждается. Если будут какие-то у ребят вопросы, конечно же, мы их озвучим, дополним, и ну, ты расскажешь как бы какие-то непонятные нюансы, моменты, как нужно действовать. Самое главное, я считаю, как и ты правильно считаешь, что никакой капли сомнений быть не должно, не допускать просто этих сомнений, что кто-то может прийти и нарушить твою свободную волю Творца, потому что Бог, Он в тебе, нету там какого-то правителя на небесах, в какой-то религии отдельной, который просто тебя считает рабом каким-то, да, нет, мы все его частички, мы не рабы, мы дети, и мы такие же полноправные Творцы. Вот, Надюш, еще к тебе такой вопрос, очень многие задавали, и, наверное, мы этот вопрос озвучим, и уже остальные мы потом по вопросам под этим видео, да, когда смонтируем, мы определим еще какие-то ключевые точки. Значит, смотри, очень многие спрашивали, что будет вообще с темными после повышения вибраций в сентябре, и когда вообще уйдет их окончательная власть.
Есть у тебя как бы небольшие ответы на этот вопрос? Ой, ну что будет с темными? Я вам могу сказать, что многие очень темные, они еще ушли в сентябре прошлого года, 20-го, да. Я видела темных, которые были в Антарктиде, вот, находились, то есть там жили инопланетные существа, вот. Они оттуда правили, они находились там в телах, в своих физических, то есть не в человеческих, а в своих физических телах. Я видела эти тела, вот, как они выглядели, что они вообще из себя представляли, как бы. Это были кураторы, вот. Каждый такой куратор правил отдельной страной. В общем, я не буду на них сейчас зацикливаться. Если кому-то интересно, я расскажу потом. Но когда вот было поднятие вибраций, да, 20 числа, как раз вот я их увидела перед 20 числом, где-то числа 19 или 18, я уже не помню, сентября. И я их увидела, потому что им было как бы сказано, то есть такой ультиматум им, грубо говоря, поставлен был. Им сказали, что вот сейчас, сегодня-завтра будут включены вибрации. Ну, имеется в виду именно вот эти вибрации, которые были в прошлом году. И что либо вы ну, то есть остаетесь здесь и умираете, потому что, ну, они реально бы не выдержали этого, либо вы уходите. И они просто первым же порталом отсюда свалили. И это к вопросу о том, возвращаясь, почему отсюда свалили все серые, да, почему свалили другие, то есть находящиеся в телах своих. И те вот ребята с Антарктиды, которые были вот эти темные, они тоже быстренько первым же порталом ушли, потом бросили здесь своих вот этих вот подопечных всех и свинтили. Ну, это, в принципе, в их вообще, как бы, у них же все по принципу эгоизма, то есть брось ближнего там и все такое. Главное свою шкуру спасти. И, по сути, их вот эти вот марионетки, да, их вот эти вот последователи, они остались одни здесь. Я как бы могу вообще, если кому-то интересно, я могу прямо рассказать про DC, да, про, ну, многое из того, что мне про них шло вообще, про вот эти вот программы контроля, то есть, которые психического контроля, которые на людях делают, вот. Кто из них что представляет и прочее. Ну вот они остались одни. И по сути они ведомые все. Они не знают, что делать. Они такие, что им вот раньше что говорили, они то и делали. А тут их бросили, они не знают. И они вот, у них есть определенный план какой-то, который им давали, да, до этого. И они сейчас этот план пытаются, ну, те же знали лучше, их кураторы вот эти. И они пытаются быстро-быстро его, потому что они знают. А есть как бы по вопросу тоже вот первой волны генной модификации, мы ее уже сегодня не будем поднимать, но я видела это сообщение, как бы кто-то интересовался, что за первая волна была. Я думаю, мы обязательно на него ответим, но уже не в этом эфире. Есть те, кто вот после вот этой первой волны оставил первоначальный скрещенный геном. То есть, ну, прям семьи там целые. И они соблюдали чистоту крови. Вот. Ну, опять же, у них там свои немного есть особенности в деторождении, тоже потом, когда я тему Антарктиды вот это затронем, я расскажу. И вот у них очень большой процент генома. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю, да, примерно. Очень много сейчас тоже информации. И многие, тоже некоторые, из которых был очень большой процент генома, они ушли. Сейчас кого-то заменили, да, кто-то просто бесследно исчез вдруг, да, как-то вроде как он есть, а вроде как его и нету, что-то затишье какое-то. И есть еще, которые остались тоже, и их тоже затронет это, то есть в сентябре, да, у кого большой процент. Вот. Да, где-то, ну, кто-то из них уйдет, но клоака, она очень глубокая. Там помимо вот этих вот верхушек очень много прихлебаев, которые, в принципе, имеют, ну, точно такой же уровень генома, как и среднестатистический человек.
И они прекрасно знали, что это за вот эта вот волшебная штука такая, и ее себе не всаживали, они не самоубийцы. Вот даже, я не знаю, тут недавно видео мне прислали, там один депутат говорил, что типа вы вот всех заставляете, ну, волшебную инъекцию принимать, а чё же вы сами, говорит, все сидите, ни у кого ее нет. То есть они все в курсе, и они как бы, ну, себя они обезопасили, конечно, в этом плане. И вот таких вот тоже будут убирать. Но это опять же говорю, как бы верхушка верхушкой, но остались очень-очень много, которые вот эти последователи мелкие. Вот, и они тоже не все не хотят терять власть. Каждый будет держаться за свой вот этот вот клочок власти. Вот, так или иначе. Ну, убирали в прошлом году это вот сначала убери тот, кто на самом верху, потому что у темных все иерархия, у них полностью иерархическая структура. И те, которые внизу, они исполнители, да. Убери самого верхнего, и вся пирамида посыпется. То есть у них наоборот, не из-под низу надо убирать, а сверху. Вот. И вот, наверное, если брать всю хронологию событий перехода, то я видела, что сначала убирали тонкоплановых высоких, да, сущностей, м, высокого порядка, которые тут рулили. Их сначала выдергивали, как бы, и те, которые чуть-чуть ниже иерархии, да, они остались без какого-то своего начальника, потом мы их повыдергивали. Те, которые ниже, тоже остались без начальника, а они там, о тех-то планах они не знают, потому что те в принципе не делятся. Это у светлых понятие единого целого. Это у светлых все действуют как действительно один большой организм, потому что все едины, да, все на одинаковых условиях, каждый важен, каждый на равных. У них такого нет, и у них вот сверху убери, все посыпется. И вот потихоньку убирали с верхушки, с этого. И вот те, которые оказывались ниже, они уже не знают, что делать. И сейчас вот примерно вот это происходит. То есть те планы, которые у них оставались, вот они их пропихивают. Естественно, что они не совсем там слепые котята, но многим придется, ну, кто-то уйдет, опять же, после еще одного повышения вибрации, у кого геном как бы превысит. Но останется очень много тех, кто на обычном, как бы с обычным уровнем генома. Я надеюсь, я ответила, да, на вопрос этот. Это что с темными произойдет. Да, Надюш, а вот еще меня лично от себя интересует такой вопрос. Могут ли те, кто вот, ну, прихвостни, да, прислужники, те, кто был действительно с обычным уровнем генома, то есть, ну, ты понимаешь, это какие-то коррумпированные там политики, коррумпированные люди, которые сидят у верхушек каких-то там корпораций, то есть они могут вообще перейти на светлую сторону, то есть им такая возможность дана, то есть они оповещены о том, что они, в принципе, могут поменять правила игры и повлиять как-то вот на событийный уровень. Ну смотри, я думаю, это уже больше там в играх вот этих вот политиков, и опять же, это вместе белых шляп. Я думаю, что так или иначе, даже все равно были души, да, которые перешли на другую сторону, которые стали какими-то своего рода инсайдерами, да, которые начали предоставлять информацию. И мне кажется, таких сейчас, ну, немного, но они есть, по крайней мере. Вот. Также могу сказать, что очень многие считают, что вот эти вот люди, политики, да, там еще вот кто-то, они все темные без исключения и ставят их на какой-то вот пьедестал, что они там, вот мы светлые, а они вот какая-то такая тьма. На самом деле нет, они не темные, но они души тоже, которые на очень больших подключках. И по сути ими манипулируют. Да. Тема подключек это отдельная тема. Я уже как бы, а, было была информация у Тани на канале, я ну, как бы давала интервью, да, по теме подключек. Я не знаю, может быть, ее стоит, чтобы людям, вот кто новый пришел, не искать, допустим, а, ну, продублировать, да, как-то вот чисто отрывок, где я выступаю. Вот, я не знаю, там подумать над этим. А, либо как бы опять дать ссылку, ну, не знаю, в общем, потому что тема такая тоже мне всю личку этот вопрос тоже очень часто мелькает у людей про подключки.
В общем, вот этих политиков, у них очень большие подключки. И, по сути, ими манипулируют. И это светлые души тоже, но которых очень-очень хорошо а, программы вот эти, воздействие контроля, там над разумом, много-много всего. Я могу более четко потом рассказать об этом, как тут ломали светлячков, как здесь просто делали инвалидов духовных из светлых душ. Вот. Путем вот таких вот манипуляций, программ, вот это тот же самый момент с веществом из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», да, это тоже определенная программа контроля, программа того, что как ломают людям сознание. Для того, чтобы из этой души, да, сделать просто духовного инвалида. И это очень страшно, это очень страшно. Я смотрела, как эти души на тонком плане, да, как они выглядят, что с ними происходит. И это, ну, это очень, очень хочется плакать. Действительно, как над ними издеваются, как над ними измываются. И ам, многие сейчас еще люди желают им всего самого плохого, зла, да, зная, насколько это жертва, насколько это просто измученная, израненная, уничтоженная душа. Ну, просто я не могу на это смотреть вот, без каких-то эмоций, да, внутренних, что им и так больно, им и так плохо, их еще вот сверху добивают, ну, грубо говоря. Ну да ладно. Я не говорю, что они все такие хорошие. Есть разные, да, есть и реально гоблины, вот, у которых сама душа такая, ну, делай деньги называется, да, и как бы на всех остальных неважно, расходный материал, разные есть. Но все очень неоднозначно в этом мире, просто очень неоднозначно. И здесь я могу, наверное, вот что сказать. Не стоит делать поспешных выводов. Вот это единственное, наверное. Не стоит делать поспешных выводов, потому что тут не только понятие добра и зла вот перевернуто, но и отношение к тому, что есть зло, что есть добро. Мы очень многого не видим. Я скажу так, да, очень многое мы предвзято относимся, не видя правды. Поэтому не делайте никогда поспешных выводов. Не берите на себя, я не люблю слово карма, это темное слово, но не берите на себя это. Потому что когда вы начинаете проецировать на какую-то душу, да, на какого-то человека, говорить, что вот он такой сякой, он, значит, я желаю ему такого там всего, а это жертва, то вы берете на себя кармический узел, вы себе завязываете. Ах, вам придется потом это осознать, где вы были, не берите это на себя. Просто осознайте, что очень неоднозначно все. И мы должны не желать кому-то чего-то плохого, да. Мы должны хотеть, чтобы темные отсюда ушли. Но ни в коем случае не записывать под тьму всех подряд, не грести под одну гребенку. Потому что вы не понимаете, где это жертва, а где это действительно темный. На темного порой даже не подумаешь. Вот. Это не тот, кто будет на виду. Это не тот, кто будет подставляться. Вот, наверное, как-то так. Да, Надюш, глубокая тема. Я считаю, что, в принципе, она, наверное, будет достойна какого-нибудь отдельного, да, эфира, потому что это и глубокая тема, и тяжелая тема. Поэтому я, наверное, думаю, что такие основные темы мы сегодня рассмотрели. Достаточно ты их очень хорошо развернула. Я думаю, что в любом случае появятся вопросы. Я думаю, что мы их тоже соберем и подведем какой-то, наверное, краткий итог. Я думаю, что мы с тобой, в принципе, сможем ну, несколько раз в неделю записывать такие эфиры, если у тебя будет возможность, конечно, и желание рассказывать людям, делиться с людьми. Вот. И на все вопросы
я уверена, мы ответим, потому что информация у тебя интересная, информация у тебя идет из эфира напрямую, да, ты уже это озвучивала, и она вообще резонирует со мной на 1000%, на миллион процентов. Я вообще благодарна Вселенной, что вот мне ты попалась на пути, на жизненном, да, я считаю, что, все неспроста. В любом случае, как ты правильно сказала, это цепочка событийного ряда, которая происходит так или иначе, где мы просто находим друг друга. Поэтому я думаю, что давай мы на сегодня уже будем завершать. Как ты считаешь, если тебе есть что сказать еще, пожелать, от себя, то обязательно это сделай, потому что я от себя сейчас пожелаю. Ребят, никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки. Помните, что мы действительно в эпицентре, и в эпицентре не просто каких-то инсайдерских новостей, либо какого-то непонятного того, что происходит в мире, коллапса, от которого у многих просто все стопорится внутри. Мы должны осознать себя, опять же, борцами, творцами нашей реальности и помнить, что все, если многое, если абсолютно не все, зависит от каждого из нас. И в светлом исходе я никогда не сомневалась и всегда простраивала этот позитив через свой канал, через светлых людей, через вообще все, что, ну, как бы, все самое лучшее хотелось дать вам, и поэтому, как бы, я уверена в том, что все будет только лучше. Вот, Надюш, давай тогда тебе заключительное слово, и, конечно же, увидимся с тобой в следующем эфире. Спасибо, Танюш. Я хочу ответить на еще один вопрос, что-то мне вот пришел он в голову. Девушка просто задавала его дважды, дублировала, да, по несколько раз. Видимо, для нее он был такой важный. Она как бы задавала вопрос, ставили ли мне БЦЖ, да, что якобы идет информация, что БЦЖ или какие-то другие прививки, они блокируют способности. Так вот, я вам могу сказать, что мне, как и любому ребенку, да, в советском пространстве и постсоветском пространстве ставили все вот эти прививки плановые, да, я их не избежала, то есть моя мама, так же, как и любая советская женщина, шла, делала, да, их без всяких там задних мыслей, без каких-либо соображений о том, что это может быть вредно и прочее. Нет, я не избежала этих прививок, вот, к сожалению. Как бы и нет, они не блокируют способности, а способности блокируют подключки. Я хочу, чтобы вы услышали это. Не способности блокируют не какие-то там, я не знаю, как вам сказать, что у вас деактивирована какая-то там железа волшебная, не то, что там еще какие-то, значит, вещи, вакцины, там физические какие-то моменты, нет, блокируют подключки. Как только вы снимете подключки, как только это произойдет, у вас начнут сами способности ваши вот эти восстанавливаться. И никаких дополнительных там условий не будет. Вот. А, Эту тему подключек, да, как их убрать, как это все активировать, было много вопросов. Это мы поднимем, это мы разберем обязательно, но это будет какие-то отдельные эфиры именно посвящены этой теме, потому что тема очень-очень актуальная, тема глубокая, потому что здесь очень много обмана даже в этой теме, потому что люди осознали, что у них есть подключки, и тут же прибежали подключки, которые начали со всех чайников там рассказывать людям, как оставить подключки при себе и не отключать их. Ну, серьезно, так и есть. Вот. Смешно, но на самом деле так и есть. А еще лучше, в идеале, еще больше подключить при этом. Вот. Очень много обмана и очень много ловушек в этой теме, поэтому мы будем скрупулезно все это разбирать, а вы будете задавать свои вопросы, потому что сейчас очень-очень много нюансов у этой темы, и мы будем все разбирать. Я прямо доходчиво прям буду все разжевывать про эти подключки, что, как, зачем, и вы их снимете. И когда вы их снимете, вы осознаете и прочувствуете. У вас начнется совершенно другая жизнь. Вот. Как бы, ну, и в завершение я могу сказать, что я считаю, что эфир получился опять очень продуктивный. Я надеюсь, что многие люди получили какие-то тоже откровения, какую-то информацию, которая была им нужна, да, получили какие-то ответы на те вопросы, которые у них были. Вот, что-то, опять же, какие-то пазлы в их голове сложились. Вот. Также я хочу, чтобы вы
поняли, что мы действительно едины. Я сказала это тогда и скажу сейчас. Мы одно целое, все светлые. И белые шляпы, и я, и вы, Таня, другие блогеры, какие-то люди, которые пришли сюда, миллионы, миллионы душ. Вот эти инопланетяне, про которых все говорят, понимаете, прокуратура вот эта космическая, как я ее называю. А, все мы, это миллионы душ, которые просто, понимаете, действуют сообща, слаженно, как единое целое. И вы, то, что вы должны сделать, это вы должны просто представить, как мы все, вот эти миллионы душ, держимся за руки, и как мы все вместе это делаем на равных, никто не больше и никто не меньше, и что каждый из нас делает вклад в это. Закиньте в это энергию, почувствуйте этот момент, просто ощутите это. Мы сейчас пришло время это сделать. Сейчас, именно сейчас наступило такое время, когда мы должны это сделать, когда мы должны почувствовать это внутренне. И от этого пойдет волна. И эта волна именно закрутит тот механизм. Именно эта волна, она даст толчок к тому, что произошли те события, которые должны произойти, да, те события, которые положат конец тому, что мы хотим, чтобы закончилось. Понимаете, только вместе, когда мы возьмемся мысленно за руки и почувствуем вот эту вот общую слаженность, общую ам, вибрацию, общую цель. Цель у нас одна. Мы пришли сюда для этого. Да, кто-то не помнит об этом, но вы должны почувствовать это, что каждый из вас пришел для того, чтобы здесь, там или с другой стороны, у каждого из нас своя миссия. Та миссия, которую он способен выполнить. И, возможно, завтра, послезавтра с вами случится что-то такое, какая-то цепочка событий, да, вы считаете сейчас, что, возможно, ваш вклад не такой большой, но он уже большой. Вы вкладываете энергию в это все. Вы даете этому большому механизму, да, этой большой миссии здесь воплощаться. И завтра, послезавтра какая-то цепочка случайных событий приведет к тому, что в вашей жизни случится что-то такое, что даст вам возможность выполнить какую-то очень важную и глубокую миссию. Понимаете? И вы почувствуйте просто это. Почувствуйте. Возможно, сейчас в вас это ощущение, вот как был вопрос, да, кто мы? Кто мы? Что мы здесь делаем? Какова эта миссия? Возможно, вот когда вы будете слушать эти слова, вы почувствуете внутри, кто вы и какая ваша миссия, для чего вы сюда пришли. Понимаете? Я вам всем желаю всего самого наилучшего. Я вам желаю веры в то, что все будет так, как мы пришли и сделаем. Мы не просто так сюда пришли. Мы это сделаем. Я желаю, чтобы у вас в сердце всегда жила надежда, да, как-то, как бы это ни странно ни прозвучало. Вот. Но я говорю про ту самую надежду на то будущее светлое, которое будет. И я видела его, я реально видела эту временную линию, я видела, что там будет в этом светлом будущем, и это прекрасно, ребята. Это просто прекрасно, это не то, что сейчас мы видим вокруг себя. И каждый из вас почувствуйте, что это реально. Мы стоим твердо и уверенно ногами на этой временной линии. И она никуда не ушла, никаких колебаний нет. Темные скоро все отступят. Скоро будет слово «стоп», после которого они уже ничего не смогут сделать. Скоро все остановится. И это уже какие-то события на метафизике, которые происходят. Те, которые я говорила про распределение и прочее. Скоро просто у них осталось очень мало времени, поэтому они сейчас торопятся. Но слово "стоп" скоро прозвучит, должно прозвучать. Я тоже так же, как и вы, жду его. Вот. Всех вам благ, ребята. До скорых встреч. Я надеюсь, возможно, у вас появились какие-то еще вопросы, да, касательно этого стрима. Возможно, вы что-то еще хотите услышать из того, что я здесь упомянула. Говорите об этом. То есть под этим видео, да, скорее всего, в комментарии будут.
Вот, говорите об этом в комментариях, мы все прочитаем, мы все учтем, какие вопросы, что кто хотел узнать, какую информацию. Вот. Ну, я думаю, на этом все уже можно завершать. И так у нас вышло на 1,5 часа, наверное, да, Тань? Да, Надюш, примерно так. Я время, конечно, сейчас пока не смотрела, сколько он записывается. Еще раз хочу тебя поблагодарить, выразить свою искреннюю благодарность не только от себя, а от всех слушателей, которые, я уверена, будут тебя слушать и прослушивать не раз, потому что информация сложная, информация интересная, информация актуальная, и самое главное, что она позитивная, она в позитивном ключе, она именно о том, что нас ожидает, что нам всем с этим делать. В общем, огромнейшая тебе благодарность. И ты, конечно, не ответила на вопрос, как ты относишься к тому, чтобы мы периодически, несколько раз в неделю, ну, там раз, может, 2 раза, как у нас будет получаться, проводили какие-то вот такие вот с тобой эфиры и затрагивали какие-то определенные вопросы. То есть, я так понимаю, что в общий голосовой чат мы входить не будем, у нас с тобой огромная разница, но иногда, конечно, если я буду проводить голосовые чаты, у тебя будет получаться, мы будем тебя с нетерпением, конечно, ожидать, но именно вот в таком вот формате, если ты согласна, если у тебя будет такая возможность, то я бы, конечно, и все наши слушатели, они бы, наверное, тоже безумно хотели тебя слышать. Ой, прости, я просто подумала, что это утверждение. Вот. Да, то есть Ну ничего, ничего, конечно, это утверждение. Это мое искреннее желание как творца своей реальности слышать тебя. да, я только за. То есть, мне, наоборот, это удобнее, потому что действительно вот эти голосовые чаты, которые ты проводишь, они замечательные, все, но по времени у меня это просто уже глубокая ночь, и я уже сама сижу, я ничего не соображаю, у меня просто голова уже, ну, по-русски выражаясь, вообще не варит, каша не варится, да, какие-то бессвязные мысли, мне сложно вот что-то сформулировать. Конечно, днем я могу более, ну, и посыл какой-то, да, вот, более донести как-то и разжевать, и у меня все-таки мозг работает, да, днем он должен работать и активничать, а ночью спать. Поэтому да, то есть мне даже самой, вот, в таком виде это все будет проводить гораздо удобнее. И насчет того, что сколько раз в неделю и прочее, ну, сейчас лето, вот, все мы отдыхаем, да, я планирую некоторые поездки, но я думаю, как-то мы с этим тоже Определимся. Я думаю, отрегулируемся. что да, мы Да. будем с тобой на связи, и когда тебе будет удобно это проводить, естественно, мы, в общем, будем. А сейчас, пока мы не будем анонсировать, да, когда будет ближайшая запись эфира, просто мы, наверное, почитаем комментарии, какие вопросы интересуют, вынесем их, да, обсудим с тобой, что мы будем, в общем, вещать, какие темы интересуют и нужно разбирать просто первоочередно, не потому что мы будем там выбирать, мы, конечно, будем освещать все, да, и все вопросы постараемся, но просто основные тезисные, да, которые, ну, в общем, хотелось бы в первостепенную очередь осветить, мы, наверное, с тобой так и поступим, да? Да, я думаю, это будет, и, людям интересно, да, и, как бы нам более удобно. Ну, в общем, я уже думаю, Да, давай закругляться. давай завершать, да-да-да, давай завершать. В общем, до встречи с тобой в эфире. И Мгм. тогда, как только мы это видео скомпилируем, она, в общем, будет на канале. Все, Надюш, тогда до связи с тобой. Завершаю.